Я не хочу отношений. Так обычно говорят женщины, когда там, в прошлом, есть уже какие-то разочарования, есть разводы, расставания, есть любовные неудачи, есть еще много чего, о чем не хочется вспоминать, и что, к сожалению, не окрыляет и не вселяет уверенности в том, что счастье возможно. И они находят для себя такую легкую лазейку и говорят: я не хочу отношений, я хочу спрятаться, закрыться. Со мной все нормально. Вот этот вопрос их волнует больше всего. Не столько о сами отношения, а нормально ли это, что я их не хочу. Давайте разбираться. С вами Алла Касаткина, проект «Ладная я». И 15 лет мы заботимся о женском счастье, о том, чтобы вы были любимыми, счастливыми и чувствовали полноту своей жизни. Что происходит, когда у нас за плечами есть разочарование? Там образуется такая вот внутренняя пустота, которую нужно чем-то заполнить. Иногда женщины пытаются заполнить это новыми отношениями по инерции, выскакивая из одних и прыгая сразу в другие. К сожалению, этот опыт не всегда бывает удачным. Он удачным бывает где-то процентов у 5-7. И то через какое-то время все равно отношения распадаются. Почему? Потому что желание женщины было в коротком периоде заткнуть дырку, которая образовалась от того, что там не сложилось, от того, что больно, где-то кем-то полечиться для того, чтобы не так чувствовать боль, не так чувствовать себя брошенной, ненужной никому или наоборот почувствовать, что я кому-то нужна, я значима для кого, меня кто-то может любить или меня есть за что любить. Но на самом деле это не спасает. Чем больше пытаешься заткнуть ту внутреннюю дыру кем-то, тем и потом не складываются эти отношения, тем больше эта дыра становится. И вот когда она разрастается до критического момента, женщина говорит: я не хочу больше отношений. Я не хочу больше отношений. Это такая внутренняя защита. Дайте мне побыть одной. Оставьте мне меня для того, чтобы я могла о себе позаботиться. Но, конечно, вокруг все кричат: надо выйти замуж, у тебя должен быть мужик, как это ты одна, нифига себе, тебе не может быть так хорошо, как нам. Мы тут сидим, стираем, убираем, терпим матюки или еще какую-нибудь хрень, их загулы налево, а ты сидишь одна. Ничего себе! И замужние подруги начинают срочно искать мужиков, начинают подсказывать, что делать или еще чего-нибудь. Успокойтесь. То, что вам хочется побыть одной, это абсолютно нормальная ситуация. С вами все хорошо. С вами даже лучше, чем кажется на сегодняшний день вам самой или кому-то из ваших озабоченных замужних подруг, которые пытаются вас срочно пристроить. С вами лучше, чем со всеми. Почему? Потому что у вас есть время позаботиться о себе. Дать себе почувствовать, что вы кому-то, в первую очередь, самой себе нужны. Потому что если женщина не нужна самой себе, как она может быть нужна кому-то? Как бы сейчас вам ни казалось это невероятным, но если мы не нужны себе, если мы не можем о себе заботиться, о нас никто никогда не будет заботиться. Только с заботой о себе, только с внимания к себе, только с понимания себя, а чего же я хочу, а что же мне надо, а что для меня важно, а как для меня важно, а сколько для меня этого важного важно получить, чтобы чувствовать себя счастливой, а чем мне себя наполниться. Вот это все те вопросы, ответы на которые находит женщина в ту паузу, когда она говорит: мне сейчас не нужны отношения. Потому что у нее начинаются отношения с самой собой. Наконец-то доходят руки для того, чтобы уделить внимание самой себе, самому главному для себя человеку. Самой себе. И поверьте мне, если в этом состоянии вы не испытываете чувство вины, не позволяете собой манипулировать кому-то, слушая сказки по поводу того, что надо срочно к кому-то пристроиться. Если в этом состоянии вы слушаете себя, вы позволяете себе делать то, что долго вам запрещал кто-то или вы сами себе запрещали. Вы радуете себя, вы делаете то, что вам интересно. Ваша энергия восстанавливается. Вы наполняетесь совершенно другими смыслами, которые дают вам возможность общаться с другими по качеству мужчинами. Не просто потому, что вы должны или вам надо,
а потому что вы хотите, вам интересно, вам приятно и радостно. А этот, в свою очередь, тоже наполняет вас энергией. И тогда ваши замужние подружки, вот те, которые терпят, молчат и пытаются вас тоже запихнуть в эту лямку, они будут завидовать, они будут злиться на вас. И очень сильно завидовать, потому что им это недоступно, а у вас это есть. Пользуйтесь этим временем себе во благо. Наслаждайтесь, кайфуйте, пейте его мелкими, крупными, средними глотками, такими, какими пьется. Наполняйте себя вот той вот живительной энергией, понимания того, что вы для себя самый главный человек на свете. И наслаждайтесь. Каждый свой день. Радуйте себя, заботьтесь о себе. Понимайте, что жизнь имеет смысл только тогда, когда вы для себя самое главное. Потому что тогда из этого состояния вы сможете уважать мужчину. Вы сможете строить с ним отношения, в которых хорошо и вам, и ему. Вы сможете с ним договариваться о том, как вам решать моменты, где вы оба можете быть не согласны в чем-то. У вас не будет конфликтов, у вас не будет выбора или-или. Вы можете находить больше вариантов. Вы становитесь интереснее себе и другим людям, и мужчинам тоже. Счастья вам, мудрости в этом периоде. Ну а если есть вопросы, если есть о чем спросить, пишите здесь в комментариях. Давайте обсуждать. Давайте смотреть на эту ситуацию с разных сторон и находить те варианты ответов, которые сделают счастливее вас. С вами была Алла Касаткина. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, ну и до встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки!